Okay. Окей. Okay. We're on. Добрый вечер. Here we are Good in evening. beautiful St. Petersburg, Вот Russia, мы в этом прекрасном Петербурге, в России. with our teachers Stivен Гиллиген and С Robert нашими Dilts. учителями Стивеном Гиллигеном и Робертом Дилтсом. And I'm Stephen Gilligan. Я Стивен Гиллиген, это right. Роберт Дилтс, а Right. And I'm Oksana Connor. я, собственно, Оксана Коннор. I'm Дмитрий Я Новосельцев. Дмитрий Новосельцев и, соответственно, Ричард Коннор. No, we're just kidding. Не, ладно, мы немного шутим с вами. Okay, so I guess my first question is, how did a couple of nice middle-class guys from California end up here? Мой первый вопрос. А как эти два прекрасных человека среднего класса с хорошим образованием с Калифорнии, что они делают здесь вообще? A little more seriously, Если серьезно, how did you end up as two of the leading trainers in the world and authorities in the area of generative change? That's kind of an amazing journey. как так вышло, что вы оказались вот этими лучшими тренерами в мире и ведущими фигурами в движении генеративных изменений? Это же удивительный путь. 5 words or less. I would honestly answer a Yeah. lot of luck. Я бы честно сказал, да повезло. But my definition of luck, Но мое определение повезло. It's the meeting of preparation and opportunity. Это когда подготовка встречается с возможностью. We worked really hard. Мы много работаем. We put what we believed in into practice. Мы воплощаем в практику то, во что верим. And then opened up to what were the opportunities, what are the possibilities. И вот тогда открываемся тем возможностям, которые нам даются. And then when preparation and opportunity meet, И когда подготовка встречается с возможностями, like all of the successful people that I've modeled, я, как и, наверное, все успешные люди, которых they я all say, моделировал, yeah, I'm a lucky person. они все говорят, мне очень повезло. The interesting thing is, Интересно, что the harder I work, вот интересно, что чем The more тяжелее I я работаю, чем practice, больше я работаю, чем больше я the тренируюсь, luckier I get. тем больше мне везет почему-то. But it's true. We were born at Да. the right time. Повезло, мы родились в нужное время. But you know, I would never think about myself in the terms that you were using. Если честно, при этом я бы никогда сам себя в своей голове не описал так, как ты меня сейчас Because описал. to me, the most important thing is finding what you're passionate about and Для then меня самое giving важное your all to it. найти то, к чему ты горишь искренней страстью, и полностью отдать себя этому. You know, we came together. We were students at University of California at Santa Cruz. Мы встретились, когда были студентами в университете Санта-Крус в Калифорнии. And we came together out of this sort of emerging spark of NLP and Milton Erickson. И в этот момент вот этого искрящегося рождения НЛП, изучения работы Милтона Эриксона, I remember those times well. Yeah. я очень хорошо помню это время. Because they just like touched something that was so exciting. И я мог прикоснуться And к there was чему-то, this- что меня так There was восхищало. really this belief that anything was possible and what we were doing would change the world. И мы видели и верили, что все возможно, и что то, что мы делаем, может изменить мир. And we had that belief. We И у can, нас было это убеждение, была эта we вера, can make a difference. что мы можем think it- сделать что-то, что think имеет it's- значение. Starts from there, not just as a kind of a, disassociated idea, but yeah, Это была we не can просто какая-то really абстрактная, диссоциированная идея, это было именно что-то, что do something that contributes from Мы- our passion to the world. понимали, что мы можем привнести что-то, что идет от сердца, от нашей страсти, и принести это в мир. And not to prop Robert and I up, И не то, чтобы мы хотим как-то себя продвигать, but there's a lot of people who got touched by that passion who didn't take it or not still doing it 45 years later. но есть множество людей, которых мы смогли затронуть, заразить этой страстью, и которые занимаются you этим mentioned сейчас, our спустя 45 Sort лет. of middle class. I think we both came at a time where hard work is really important. И говоря про средний класс, да, мы оба произошли из того времени, когда idea that много работать было по-настоящему важно. You can get what you want if you're willing to work hard for it. Мы выросли с убеждением, что ты можешь добиться того, чего хочешь, если ты готов достаточно потрудиться, чтобы это получить. People who have long-term success generally work harder than other people. И люди, у которых есть такой долгосрочный длящийся успех, обычно они работают больше, чем другие. And they work in a very different way.
и еще и работают совершенно по-другому. Because the second part is you also work smarter. Потому что второе, вам еще надо с умом работать. People who waste a lot of energy. Потому что есть люди, которые просто теряют, разбрасывают кучу энергии в работе. Working hard when it's not coming from your passion creates stress and burnout. И мне кажется, что много работать, если эта работа не идет от твоей страсти, твоего сердца, оно, наоборот, создает напряжение и стресс. Or just disinterest. You know, I've learned over 45 years. И говоря вот об этих интересах, да, я за 45 лет научился. Anytime I put the passion of the connection to the unfolding work, anything before that my work just suffered terribly. Say it again? Whenever, for example, когда, например, you know, there are inevitable temptations for fame and fortune. Есть такие непреодолимая тяга у людей к славе и к богатству. And you get a lot of, if you get some success, you get a lot of offers. И если ты добиваешься какого-то успеха, ты начинаешь получать массу предложений. Well, you're doing pretty well, but if you do this. И это хорошо, но если ты будешь делать вот это. And I've noticed any time I followed that sort of ego stuff. И я заметил, что каждый раз, когда я следовал вот этим порывам своего эго, that things really started to spiral downward. то тогда все начинало уходить по спирали вниз. Another sort of way to talk about it in the generative change work. И еще один способом это описать было бы, что в нашей работе по генеративному трансу, по генеративным изменениям, что страсть, которая рождается наружу, она может принять две формы. Первое — это амбиции эго. Which is about me and what I want. Это что-то, что касается меня, что я сам там хочу. The other is more of a soulful vision. А вторая — это видение, в котором есть душа. What service I want to bring. Чем я хочу служить другим людям. Part of the trick is balancing self and service. И частью успеха является способность сбалансировать себя и служение. Because I do have to grow, right? Потому что мне самому надо расти. We wouldn't be here if we didn't have a reputation. Мы бы не встретились, если бы у нас не было этой репутации. У Роберта есть такая репутация. We won't speak about all of that. Мы не будем говорить о том, какая там, что там, но есть, короче. But then you put all of that, we put all of that into service of something that's bigger than ourselves. Но если все это можно положить в служение чему-то, что больше, чем мы оба. So we're hearing a lot about generative change. Yeah. What is that? Мы очень много слышим о вот этих генеративных, созидательных изменениях. Это что вообще такое? And for whom? И для кого это все? We like to say, I mean, the basic, simplest way to describe generativity is creativity. Мы говорим о том, что лучший способ описать генеративность, созидательность — это творчество. Это, конечно, особая форма творчества, потому что не все творчество, оно одинаково. И люди, которых мы называем гении, от того же самого корня, что генеративный. Это люди, которые создали что-то новое. Это что-то, что полностью изменило всю структуру игры. Поменяло все происходящее. Это форма создания чего-то нового, когда ты делаешь что-то, что никогда не делал. Part of, you know, you say for who? А вот для кого, если то? For everything and да для everybody. Всех, конечно, для кого? Для всех. You know, and then we have to find where can we make the most difference. И, конечно, при этом мы должны найти, кому именно мы можем помочь больше всего, для кого это будет самым значимым моментом. Consciousness is impermanent. Потому что сознание, оно бесконечно. It's always having to be regenerated. Сознание не вечно. Его Его нужно постоянно перестраивать. We would say that the purpose of evolution is not survival. Мы бы сказали, что цель эволюции — это не выживание. It's awakening. Это пробуждение. You know, we've been in this 14 billion years awakening. И по сути мы прошли вот эти вот 14 миллиардов лет пробуждения. We either unfold further. И либо мы сможем раскрыться дальше, or we suffer and we get violent. Или мы будем страдать и потихонечку исчезнем. Так что посмотрите сами, что в мире происходит. So
we're just kind of two California boys who are trying to surf the waves. А мы просто два калифорнийских парня, которые любят скользить по этой волне. On a very practical level, Но на практическом уровне we have established this International Association for Generative Change. мы создали эту ассоциацию, Международную ассоциацию генеративных изменений. When you ask the question, well, for whom? И если спросить, а для кого? We sort of have three branches of that. У нас есть три ветви. One is based on Steve's generative trance work. Первая — это та работа, которую заведует Стив, это генеративный транс. For whom is for myself. Для кого? Для себя. Each of us individually, для каждого из нас лично, internally. Внутренне. This program that we're doing here is our second branch. Вот эта программа, которую мы делаем сейчас, это генеративный коучинг. For who это для кого? Is for people who want to improve their lives in some way. Это для людей, которые хотят как-то улучшить свою жизнь. Improve their health, improve their relationships. Улучшить свое здоровье, отношения. Improve their professional career. Профессиональную карьеру. Improve their family. Семью. And then the third branch и третья ветвь is generative change in business. Это генеративные изменения в бизнесе. These are people who want to, we say, live their dreams and make a better world. Это люди, которые хотят создать свою мечту и сделать мир лучше при помощи своего бизнеса. A successful and sustainable business, whether that's a coaching practice Те, or кто whether that's a хотят technology создать business. Устойчивый, прибыльный бизнес, будь то индивидуальная практика коучинговая или это технологический бизнес. И тогда можно заметить, что это практически все сферы закрывает. We and our practitioners Но мы и наши практики work with everybody from athletes. Мы работали с спортсменами, world-class athletes in some cases, спортсменами мирового уровня, or young people, с children, молодежью, students, со студентами, parents. Школьниками, родителями. So actually, I mean, it's of course sounds a bit generic to say, well, it's for everybody. И звучит, конечно, немного так общее, говоря о том, что это для всех. Part of what we mean Но отчасти это practically так. by that is everything living has to evolve or it suffers and dies. В практике это значит, что все, что живет, оно должно развиваться или что-то в нем умрет. Robert and I grew up pretty close to each other. We didn't know each other until college. Роберт и я, мы выросли довольно недалеко друг от друга, но не встречались до того, как попали в колледж. Richard, you were in that same neck of the woods. Ричард, ты тоже там где-то недалеко, да, жил? We're children of the 60s. Мы все дети 60-х. More specifically, children of the burgeoning movement from hippies to the Silicon Valley. Особенно дети поколения, которое перешло от вот этого цветущего поколения хиппи в Кремниевую долину в округе Сан-Франциско. We grew up at a time in the United States where everything was black and white and dissociated and numb. Мы выросли в США в то время, когда все вокруг было черно-белым, абсолютно диссоциированным, онемевшим. Я вырос в семье, где я ребенком, я чувствовал свою семью так глубоко, но было настолько болезненно и сбивало с толку. То, как это происходило, потому что я прямо чувствовал энергию их души. И как ребенок я предполагал, что когда они говорят, что то, что они говорят, как-то связано с тем, что они будут конгруентными, говорить то, что там есть, и с тем, что я чувствовал про них. И для меня просто шокировало, для меня это было безумным открытием, что то, что люди транслируют в мир, оно настолько отделено от этой глубинной энергии души. И второй дополняющей стороной этой революции сознания 60-х, что для меня, по сути, было проявлением, что в большей социальной модели все обстоит точно так же.
И есть вот эта потребность в продолжающемся, длящемся пробуждении. Вот этом стремлении к конгруентности. So, it's like one of these main things in generative change is these two different levels of human consciousness. И очень важно в генеративных изменениях является то, что есть два уровня генеративного сознания. Deep ancestral soul consciousness. Есть вот это вот глубинное сознание предков. And the way we put it out into the world. И то, как мы это транслируем в мир. Which kind of mirrors also what we learn with neurolinguistic programming. И именно это мы учимся замечать в нейролингвистическом программировании. People have these deep positive intentions. Что у людей есть их глубинные, понятные намерения, мечты, страсть, то, к чему их тянет, их зов. But then it can only come out with respect to our programming. Но проявиться оно может только в соответствии с программами, которые есть у человека. Именно программы будут определять, как оно будет выражено или оно не сможет выразиться. И значимая часть моего собственного путешествия, миссии НЛП, была в том, что я понял, что ух ты, ничего себе, если я смогу заметить свои программы, тогда я могу сам решать, будет ли мне это полезно, или я от этого могу избавиться. Или если оно меня ограничивает, я могу найти способ это изменить. И то, что мы делаем в работе по генеративным изменениям, мы работаем с конкретными задачами, но и с большим набором фильтров, с телесным фильтром и фильтром всего поля. Two sort of more collective examples about today. We say, well, we grew up in the sort of the late 60s. И еще два примера, что мы выросли в 60-е, в поздние 60-е. In some ways, today we're facing an even greater set of challenges. Но надо сказать, что сейчас мы сталкиваемся, наверное, с еще большим набором сложностей и вызовов. Reaching this tipping point of extinction in the environment. Когда мы фактически находимся на этой точке необратимого уничтожения всей окружающей среды. We've got all these different tribal identities. Когда у нас есть все вот эти идентичности в качестве конкретных племен. Americans, Russians. Когда мы есть американцы, русские. Straight people, gay people, black people. Artists, intellectuals, художники, интеллектуалы, гомосексуалисты, обычной ориентации. And we see that these differences are basically in a state of annihilation. И мы видим, что вот эти различия, они дошли практически до точки взаимного уничтожения. Plus the planet's burning, the waters are rising. И понятно, что планета горит, уровень океана повышается. So we do think in our own humble way that some of the generative change work provides our way of speaking to that. И мы вот таким вот скромным образом думаем, что то, что мы делаем, может как-то повзаимодействовать и повлиять на это. It's sort of ironic that at the same time all those things are happening in the real world. Интересно, что в то время, как все это происходит в реальном мире, you have this accelerated concentration on most conversations being with machines. Вы можете видеть, что большая часть бесед и взаимодействия у людей теперь происходит с машинами. So I don't want to sound like some old traditionalist. Я вообще не хочу звучать как старый традиционалист. But но I've been saying there's been a 40% increase. Мы уже говорили, что есть 40% рост in 15 years за последние 15 лет among 20-year-olds среди поколения 20-летних in rates of anxiety, уровней тревоги, depression, депрессии, addiction, зависимости suicide. И суицидов. So how do we understand that in generative change? Как понять, почему так изменилось все? These are phenomenon or pathologies of disconnection. Это феномены, это проявление отсоединенности. We're always looking in generative change to make connections.
И в генеративных изменениях мы, наоборот, стремимся все время создать эту соединенность. Телесное, интеллектуальное, эмоциональное, полевое взаимодействие между головой, сердцем и животом, между разными идеологиями, между разными системами убеждений. Мы искренне привержены тому, чтобы найти, как создавать вот эти пространства для диалога. И основа любых изменений и работы по генеративным изменениям — это то, что мы называем генеративным состоянием. По сути, у нас есть вот это тело, вот эти фильтры, это нервная система. И именно отсюда приходит вся человеческая активность, и великие чудеса, и великие страдания. От того, как мы, люди, используем это, так сказать, оборудование. И мы заметили, и совершенно точно проверили в своей жизни, что успешные люди, способные на значимые трансформации, у них есть определенные паттерны. И мы ищем те факторы, которые создают различия. И наша задача, найдя их, поделиться этим. Если уж мы не уничтожим себя как человечество, то тогда неизбежно должен будет произойти очень значимый скачок в изменении представления разума. We want to be clear, we're not talking about some high-minded, esoteric sort of thing. И очень важно понимать, что мы не говорим о каких-то абстрактных, эзотерических тайных знаниях. Например, то, что мы делали здесь на протяжении последних 5 дней. Для того, чтобы выбрать, кто же будет выходить на сцену, для того, чтобы сделать демонстрацию. Обычно мы просили кого-то запеть песню. It's an amazing thing to see what happens in a group when people are singing together. И удивительно, что происходит с группой, когда она вся поет вместе. Could you sing together and be depressed? Можно вместе петь и оставаться в депрессии. Could you sing together and be hostile in your ideological difference? Можно петь и одновременно быть крайне враждебным на основании своих идеологических представлений. So we're just looking to enjoy life as a musical. И, по сути, мы говорим о том, что можем наслаждаться жизнью как мюзикл. Это идея генеративных изменений заключается в том, что мы ищем множество практических способов оказаться способными на эти генеративные изменения в большом количестве контекстов. С детьми, например. С партнерами по бизнесу. Со студентами, с учениками. С нашим собственным телом. Или даже с людьми, с которыми мы категорически не согласны. То есть, правильно ли я понимаю, что генеративные изменения вообще можно использовать, в принципе, для улучшения разного вида отношений? So do I get it right that you can use generative change to improve different relationship partners? Absolutely. Да, абсолютно именно так. We say not only is there a key is generative state in the individual. И мы говорим, что ключ — это не только генеративное состояние конкретного человека, но и то, что мы называем генеративным полем, которое и создает генеративные отношения. Когда мы на самом деле помогаем друг другу оставаться в этом едином творческом пространстве, которое можно как раз и определить как разговор между всем этим миром бесконечных возможностей, который мы называем мечтатель, и миром конкретного проявления в реальности, которое мы называем реалистом. I had the honor, the pleasure
of studying with both of you in California in the 1990s. У меня была честь, для меня было честь и удовольствием учиться у обоих из вас в Калифорнии в 90-е. Say it again? Yeah. Wasn't he that long-haired? Это ты был такой длинноволосый, да? Back in those days. Да, тогда да. And then we saw you in 2010 here in St. Petersburg and Robert shortly thereafter, and there was an amazing evolution or awakening, if you prefer. Your work had become much more complex, much more developed, and even now, 10 years after that, we see in generative change how it grows, evolves. 5 steps becomes 6 steps, but that's a trivial example. И уже в начале 2000-х мы... Hopefully we'll have it down to 1 step by next time. Yep. 1 step. I'm sorry. В 2000-х годах, когда мы увиделись уже после этих 90-х, мы увидели, насколько там произошло вот это пробуждение, вот это изменение, которое, по сути, отразило то, что происходит. Когда мы увидели работу Роберта и насколько оно изменилось по сравнению с тем, что было. И даже сейчас, спустя еще 10 лет, вот эта работа по генеративным изменениям, например, 5 шагов становится 6 шагами, Стивен говорит, так там добавляются шаги, может, 1 будет в итоге. Which leads to my question. Вопрос-то вот в чем. Where do we go from here? What's next? How do you see the continuing evolution? Can you imagine it? Куда дальше? Как вы видите себе эту продолжающуюся эволюцию? Представляете ли вы себе это? Well, of course we can imagine it. Да, конечно, мы представляем. But I think we can be pretty confident that whatever we imagine, it'll be something quite different. Но вот в чем можно быть уверен, что бы мы там себе не представляли, в реальности все точно будет по-другому. Look at the history of your own life. Сами подумайте, вот посмотрите на свою жизнь. You know, how many of you accurately predicted Кто the из course вас of your мог life? вот точно предсказать, как развернется ваша жизнь? So Были такие? that's why, you know, we make this distinction in generative change. Поэтому мы и говорим об этом различии в генеративном трансе, в генеративных A изменениях passionate positive intention, между страстным which is внешним sort of намерением, a direction. которое является, по сути, You направлением. know, and what we're saying is jump into the world. Но тогда мы говорим, что когда ты сформировал, дальше нужно окунуться в этот мир. Roll around and be open to it all. И покататься там, и быть открытым ко всему, что произойдет. And then from Aikido out of the roll, И как в айкидо, вот из этого переката тогда что-то и придет. That's the experience of life. И вот именно опыт переживания жизни And the connection to the ever-changing snakeskin of life. и вот эта соединенность постоянно меняющейся базовой игрой жизни, она и позволяет жизни существовать. Get up every morning and going, oh boy, we got another day. Чтобы можно было вставать каждый утро и сказать, ух ты, еще один день. But then at the end of the day to look back and say, that was interesting. А в конце дня говорить, ничего себе, ух ты, было интересно. Anything you do generatively. Абсолютно все, что вы делаете созидательно, Or anything that you do that you treasure as a really happy time. все, что вы цените как время, которое вы можете искренне считать счастливым, You're not controlling it top down. вы же не контролируете это сверху вниз. But you're surrendering to Вы, по something. сути, отдаетесь So этому. what we're interested in the generative change is being able to surrender И to в life. в генеративных изменениях мы ищем способ Which отдаться to keep жизни, a connection чтобы углубить эту связь с ней, that allows you to be transformed by life. которая позволяет вам измениться в соприкосновении с жизнью. But we're not saying it's just trial and error. Мы же при этом не говорим, что это просто такой путь проб и ошибок. No. No, We use. we're not saying it's trial, but No. Мы же it's a little bit. не We're то, чтобы trying, там you know, it's that it's all trial and error, нельзя or сказать, что trial там and horror. We sometimes что say. там просто есть попытки и результат, или то, что Term we попытки и use ужас результата. is disciplined flow. На самом деле мы говорим скорее про So- дисциплинированный поток. So for me, I definitely have, when you say what's next, I mean, I have a vision of the future. И когда, если вы спросите меня, что я считаю, что right now- дальше, у меня, конечно, есть видение Right будущего. now, starting in Italy, we're bringing these generative change principles into the healthcare system. Когда, например, начиная с Италии, мы привносим эти принципы генеративных изменений в систему здравоохранения. One of the things I want to be starting this year
is bringing this sort of modeling and generative change into working with the environment and sustainable И я development. хочу привнести эти принципы в работу с окружающей средой и устойчивым взаимодействием с миром. My point is not like I'm just sitting at home going, well, I'm just going to do nothing and see what happens. И не то, что я так говорю, что давайте-ка посидим и подождем, что там случится. I've got my visions У меня есть мое and my видение. At the same time, И в то же самое время, as Steve said, if как I Стив try to говорит, control it, если я пытаюсь это контролировать, I'm going to limit it. я это, наоборот, начну ограничивать. As one of our mutual teachers and one of the co-founders of NLP, Richard Bandler, used говорил to say, наш общий учитель, один из основателей NLP, Ричард Бендлер, disappointment requires adequate planning. Что для того, чтобы разочароваться, нужно тщательно все спланировать. We talk about this edge of holding something not too tightly, but not too loose. И мы говорим о том, что все это нужно удерживать не слишком жестко, но и не слишком расслабленно. So it should be a lot of generative skills. You should have a lot of generative skills to create life of your dream with your soul. И тогда, наверное, нужно много генеративных навыков для того, чтобы создать жизнь своей мечты, как вы ее ощущаете в душе. One of our bases, one of the most important contributions of NLP. Мне кажется, что одним из значимых вкладов именно NLP. I formally left NLP in 77. Я лично формально вышел из этого направления, наверное, году в 77-м. Robert became one of the principal people in NLP. А Роберт в итоге стал одним из ведущих экспертов в этой сфере. But this principle of modeling. Но вот этот принцип и концепция моделирования, if we want to learn something, что если мы хотим чему-то научиться, let's really study the people who have mastered that. Давайте исследуем, давайте посмотрим, что делают люди, которые делали это на высочайшем уровне. Just also to be a little bit more specific about your question, what's next? И еще быть чуть более конкретным относительно того, что же дальше. Мы создали вот эту Международную ассоциацию генеративных изменений. И наше видение — это то, что будут, как и здесь, в Петербурге, центры, которые уже сейчас распространяются по всему миру. Японии, Китае, Германии, Бразилии, Италия, Испания. Идея вот в чем. Наше видение — это глобальное сообщество. Для нас мы хотим активировать вот этот вот глобальный совместный разум, этот генеративный глобальный разум на всей планете, и начать эту беседу между теми, кто практикует это, внедряет это на практику в Китае, в России, в Бразилии, во Франции, в Великобритании. Потому что там везде уже есть люди, которые сертифицированы в этих программах. И мы не просто, у нас нету такого жесткого представления, что должно случиться, мы скорее наблюдаем, как же оно проявится из этого потока. И чуть-чуть другими словами, но я уверен, что Роберт со мной согласится. Когда мы говорим, что мы хотим изменить мир, of this great community of people. Во-первых, когда мы говорим мы говорим про вот это вот сообщество людей. That to be part of creativity and the affirmation of life and the development of just communities and creative communities, and it's happening everywhere. Которые видят, что именно генеративные принципы применяются и в создании самих сообществ, и их влияния. Это происходит по всему миру. Приезжаем в Китай куда-нибудь, где мы работали, или в исламские страны, или в Африку, или в Россию иногда. Вы себе не представляете, насколько классно русские люди. Но наш опыт. Люди, они скорее похожи друг на друга, чем чем-то отличаются. Powerful, positive energy of people in China, in Russia, in France. И вот этот
творческий, генеративный порыв людей в Китае, в России, в Китае, если привнести его в, например, Великобританию, по сути, возвращаясь к тому, что Стив сказал про детство, если люди научатся соединяться на этом уровне души, и не иметь вот этих нейролингвистических поверхностных ограничений, которые проявляются как споры или несогласия между собой, тогда у нас бы был абсолютно новый второй ренессанс. Я всегда говорю касательно своей собственной миссии. Моя задача — служить, создавая тот мир, которому люди хотят принадлежать, и в котором они могут процветать. Вот это всегда мое намерение. You say, I think, half jokingly, that generative change is like your baby. And now the baby's 10 years old, or how old? И вы иногда в полушутку говорите, что у вас, ваша ассоциация, генеративный подход, это как ваш ребенок. А сколько, кстати, этому ребенку сейчас лет? Там лет 10, 6, сколько? Но ребенок-то растет, становится постарше. В какой-то момент ему пора уйти в мир. И родители, кстати, когда-нибудь умрут, между прочим, тоже. Так что, так или иначе, всегда, навечно это не продлится. How can it be possible, because it seems to happen so rarely, that this kind of idea, this kind of movement can continue on beyond the founders? I mean, как можно сделать так, чтобы это сообщество, как бывает так редко, оно сможет продолжаться и развиваться, превосходя и выходя за пределы отцов-основателей? Ну, во-первых, если оно по-настоящему генеративно, то выбора у него, конечно, нет. You're going to be generative just like me and Gilligan. Потому что если вы собираетесь быть генеративными, как мы с Гиллигеном, то that's a cult. Это культ скорее, чем. Cults are the opposite of generativity. А культ это что-то, или секта, это что-то противоположное тому, что мы строим, генеративности. So, I mean, I think our goal is, we want to Наша цель empower people so much. Это дать людям столько силы, столько энергии, no way to hold them back. Чтобы их просто не удалось сдержать от этого. И мы для этого совершенно не нужны, чтобы пытаться подсказывать им, что и как делать. Это будет просто происходить. И мы, например, в рамках нашей ассоциации, мы хотим создать платформы и возможности для людей собираться вместе, делиться чем-то. Но потом неизбежно проявятся какие-то новые вещи в том, что мы называем генеративное сотрудничество. Насколько прекрасно ведь иметь возможность создать это, развить это, и посмотреть, как оно будет расти за пределы жизни каждого из вас. Часто люди возвращаются к нам после наших тренингов и говорят что-то, на что я могу только сказать: вау, это потрясающе, я бы так никогда не подумал. Я точно бы с этим не справился. Что является на самом деле очень понятным открытием того, что это вообще не про нас. И я могу сказать, что для нас это скорее честь участвовать как значимые люди в этом наследии, но те различия между людьми, которые в итоге превращаются в насилие, we have this incredible diversity upstairs.
являются выражением того, что у нас есть вот здесь сверху какое-то невероятное разнообразие. Но внизу, где-то ниже, глубже, у нас есть то, что нас объединяет, как всех людей. И то, что мы пытаемся встроить в эту работу, мы говорим о том, что первичный язык человеческого общения — это музыкальность. И мы практикуем вот этот навык соединиться с этой сферой. You need to practice so much then to be able to capably communicate from that space in some sort of effective way in the world. Но для того, чтобы эффективно взаимодействовать на этом уровне, вам нужно очень много коммуницировать с этим. Наш учитель Грегори Бейтсон как-то сказал, for love to survive, что для того, чтобы любовь могла выжить, wisdom must have an effective voice. У мудрости тоже должен быть, у мудрости должно быть право голоса. В буддизме так говорят тоже, что благодать и мудрость. The first program Steve and I did together in the 1990s. И первая программа, которую мы со Стивеном провели вместе в 90-е, Love in the face of violence. In the face of violence. Что любовь перед лицом насилия, называлась «Любовь перед лицом насилия». Was all about skillful loving. Она была про то, как талантливо, бережно, аккуратно любить. If there's love, there's no violence. Потому что, если будет любовь, то тогда не будет никакого насилия. А потом кто-то когда-то написал книгу, называется «Смелость любить». Then that evolved into Genius and the Generative Self. И потом это превратилось в работу «Гении» и «Генеративное Я», которое перешло в работу по эволюции сознания. И когда И на одной из этих программ я, собственно, познакомился с женой. И вот так сознание у него и начало развиваться. Когда он жену встретил, сознание как-то полетело сразу. И это все переросло в путь героя, понимаете? Путешествие героя? That's what actually it's amazing because I just wanted to ask about that. Интересно, потому что я хотел об этом как раз и спросить. So the hero's journey right now, in my humble opinion. Так что путешествие героя сейчас, по моему скромному мнению, This is the most famous, incredible, and effective program for life, for changing your life, the life path or life coaching program. Для меня это, наверное, самая эффективная, удивительная программа по работе по изменению своей жизни. Journey, hero's journey. Что там такое путешествие героя? And my question is, how can you imagine that? How can you create that? Вопрос, как вы вообще это придумали? Откуда это взялось? Во-первых, для начала мы этого не делали. Это Это прекрасный пример того, о чем Стивен говорит. Что вообще-то мы этого не делали. Это мы просто транслировали наследие, которое было до нас. The work was originally published by the American mythologist Joseph Campbell. Потому что эта работа была начата, и книга опубликована американским специалистом Дэвидом Кэмпбеллом. Джозефом Кэмпбеллом, late 40s. В конце 40-х годов. And he was an extraordinary, well-read in virtually all the different cultural stories. И его читали абсолютно во всех социальных слоях. And he said that there is this monomyth, a common story, a story that you find in every culture. И он говорит о том, что есть основа, какая-то история, которая лежит в основе мифов любой культуры. Мы называем это глубинной структурой, мономиф. An archetypal pattern. Архетипический паттерн. Of all human evolution. Любой человеческой эволюции. And it's living life as a journey of creating wholeness. Это способность прожить жизнь, сохраняя, обретая целостность. He talked about the dynamic between this metaphor of the village. И он говорил об этом, об этой динамике, используя метафору деревни. Мы все, каждое существо, мы уникальны, но мы рождены в некой деревне.
there is a certain brokenness or woundedness. И в этой деревне что-то есть, какая-то рана, какая-то сломанность. And when the village says, well, you don't want to be unique to be in this village, you have to be like us. Если в вас это есть, то они не говорят, то вам говорят, не надо быть таким, как ты, будь как мы. И у всех есть роли, у женщин есть роли, у мужчин есть роли в этой деревне. И правила. И это понятно, у этого есть своя хорошая причина. Цивилизация, она всегда этого требует. Но есть цена, которую приходится платить. А цена — это просто душа, ваша душа. Какая дороговатая цена-то. What a bargain! Before you say that. Смотри-ка ты, да? До этого звучало все нормально. Почему нам раньше не сказали? Да-да-да. Why didn't you tell us before? So there's this long-term story in every culture. И вот тогда появляется вот эта вот история, которая рассказывается в каждой культуре. Of the soul awakening. По сути, история пробуждения души. Который говорит, так, все, пора валить из этой деревни. А по сути, говоря о том, что нужно воссоединиться с более глубинными частями себя и своего сообщества. Often it starts, as Campbell would say, as a calling, but also a movement into what you might call a wasteland. И часто Кэмпбелл говорит, что это начинается с того, что это называется зов, но на самом деле Кэмпбелл упоминает о уходе в пустоши. I'm the wrong gender, I'm the wrong ideas, the wrong desires. За пределы, в пустынные земли, что у меня не тот пол, не те желания, не те стремления, что-то со мной не так. When we were growing up in the 60s in California, когда мы росли в 60-е в Калифорнии, they called this sex, drugs, rock and roll. Говорили про секс, наркотики и рок-н-ролл. You leave the village. Ты, по сути, уходишь из этой деревни. Sometimes it's also because the village kicks you out. Иногда это потому, что деревня тебя просто выгоняет. So now this interesting point is, what do I do? И тогда вопрос, а делать что дальше? I can get caught in this, I can get caught in the sex, drugs, rock and roll. И тогда можно в них застрять. Which is simply the rejection. Хотя на самом деле это всего лишь отрицание деревни. And this is where we say that the real journey begins. Мы говорим о том, что настоящее путешествие начинается тогда, I find some calling. Когда я нахожу свой настоящий зов. I find what is life calling. К чему взывает вся моя жизнь? For me to be. Кем она хочет, чтобы я стал? So we didn't come up with the idea of the hero's journey. Так что для начала это не мы, собственно, создали. We saw it as a really good context. Но мы увидели в этом прекрасный контекст. To begin to organize a whole set of mind-body technologies. Для того, чтобы развить целый комплекс техник по работе с разумом и телом. Потому что у Кэмпбелла вообще не описано, а, собственно, на каждом шаге делать-то что и как. Как, например, найти и заметить этот зов? Как перейти границу? Как обращаться с теми частями себя, которые не готовы жить согласно этому зову или сопротивляются. Или что делать с препятствиями, когда ты уже вышел за порог. А Кэмпбелл их называет демоны. Это все силы мира, которые хотят сожрать твою душу. Он предлагает, с чем мы, в общем, согласны, что это такой шаблон, глубинная структура того, что проживание жизни — это такое великое путешествие, во время которого ты можешь испытывать и счастье, и при этом сделать так, чтобы твоя жизнь была полезной для других.
И вы, наверное, слышали, как мы об этом говорили раньше, happiness, helpfulness. что есть и счастье, и Help. возможность Live my помогать, dream, make a better world. и жить своей мечтой, и делать мир лучше. Service. И я, и служение. So you take this map, this idea, this Campbell's work, and put these generative techniques, right? То есть, что вы, по сути, That's взяли what- контекст работы Кэмпбелла и поместили в них эти генеративные техники, так? we Да. took his The hero's journey allowed the generative techniques to mature and develop. Мне кажется, что путешествие героя позволило генеративным техникам вырасти и повзрослеть, стать более зрелыми. The generative techniques were able to take his roadmap and actually give you the vehicles to actually И travel. при этом генеративные техники позволяют взять его карты и дать вам те самые средства передвижения для продвижения по этому пути. If I have the map but no way to explore that territory, it stays just a map. Потому что если у меня есть карта, но нету способа передвигаться, собственно, по территории, это будет просто бумага. If as Campbell discovered, we find this similar kind of myth, this monomyth, in every culture, at every time, wouldn't this suggest that it's something biological? Интересно, что то, что Кэмпбелл открыл как мономиф, то есть миф, присущий всем культурам и цивилизациям, неразумно было бы предположить, что это скорее что-то биологическое, или архетипическое, или генетическое. И гораздо больше. And what's more? И что больше-то? I mean, you don't want me to just be totally mystical and esoteric. Ты же не хочешь, чтобы я сейчас ушел в мистику и эзотерику, Not да? on air. We need protive. What They say it's okay. Они говорят, давай. a significant influence of mine. Say it again. A significant influence of mine Значимым вкладом разума, was a French Jesuit mystic значимый вклад в историю разума был французский иезуит, мистик, whose name was Teilhard de Chardin. был Пьер де Шардон. And my original institute was called Omega Institute, which is what his theory was. Say it again. Omega Institute, И the end. Омега Alpha, институт, Omega. последняя буква греческого алфавита. And he described, he was a paleontologist Он был палеонтологом and a mystical Christian и Jesuit. был иезуитом, христианским мистиком. And he evolved this scientific theory И он развил вот эти вот научные теории, that evolution was occurring both at a material and a psychic, spiritual level то simultaneously. эволюция происходила и на физическом, и на психическом уровнях одновременно. And it was teleologically directed. И она была телеологически направлена, That божественным means образом there was направлена. in his tradition, a divine presence И, по сути, в его традиции он говорил о божественном присутствии сопровождения, that was gently guiding the awakening. которое постепенно, аккуратно сопровождало это The church пробуждение. silenced him, А церковь, по сути, not for не his давала ему spiritual говорить. views, but he was going into, Darwinian evolution. Не потому, что они боялись его религиозных воззрений, а потому что слишком он углублялся в эту First there дарвинистическую was apes, and then there were биологию. humans. Что сначала были, значит, обезьяны, потом Sometimes, like люди. President of the United States, it's not clear which is which. А когда и глядя на некоторых лидеров развитых стран, непонятно, кто есть кто. To take it actually even into, lest it sound too esoteric. И тоже, опять же, дело не в том, чтобы звучать слишком уж эзотерично. A whole group of physicists today Есть целая группа физиков, say, we know that the universe is created out of fields. которые говорят сейчас прямо, физика говорит о том, что вся Вселенная состоит из Einstein полей. said it's light, right? Light А is the Эйнштейн thing говорил о that том, что это, по сути, creates свет. This group of physicists also says, well, there's that the whole universe is filled with what they call a proto-consciousness. И есть физики, которые говорят, что вся Вселенная наполнена тем, что они называют протосознание, предсознание. The same way that we take light and you make matter out of it by quantum packets, etc. Это то, как мы, по сути, можем брать эти поля или свет и превращать их в материю, Proto-consciousness используя manifests in everything in the universe. вот эти небольшие кванты, пакеты энергии, But то its expression is limited.
вот это сознание проявляется во всем, что есть, но его выражение очень ограничено. Потому что, по сути, заключается в том, что у планеты есть сознание, у собаки есть сознание. И мы даже часто можем его увидеть. Мы видим, что обезьяны часто более осознанны, чем собаки. Или дельфины, например. Это потому, что эта структура вот этого протосознания проявилась в этих существах. И если поместить вот это в контекст того, о чем мы говорим, путешествие героя, что чем больше я развиваю себя, чем больше синапсов, элементов опыта взаимодействия, как говорил Бейтсон, чем больше связей, тем больше вот это протосознание может раскрыться, которое мы называем Господом или как угодно. Вот тогда оно может проявиться. По сути, отсюда рождается эта идея пробуждения. Чем больше мы, собственно, пробуждаемся, тем больше мы можем видеть не как во сне. В общем, если кратко... Where do we go after that? Да, потому что иначе далеко можно зайти. Возвращаясь обратно. We have been given this human life, and it's an amazing, amazing miracle journey. У каждого из нас есть именно эта человеческая жизнь. Она является драгоценным путем. Нам дана именно человеческая нервная система. Мы живем в этой вселенной. Это чудо вселенной. И мы в этой работе хотим bring the consciousness with the patterns that are unfolding and do it in an intentional way. Увидеть, как мы можем взять вот это сознание, те чудеса, которые оно привносит, и сделать его намеренным, проявить его намеренным образом. Wow. Wow. That's what I say every day. Вот я так и говорю каждый день. Wow. Wow. Thank you. Are we lucky or what? Ничего себе нам повезло, а? Wow. Wow. I always like what I share about one of the things I learned from, it's kind of modeled from Steve Jobs. И это то, что я узнал или смоделировал скорее со Стива Джобса. But all this comes down to very simply and pragmatically. Как он выражал очень просто и прагматично. I wake up in the morning, he said, I look in the mirror for я просыпаюсь утром, смотрю в зеркало на протяжении 39 лет. And ask the question, задавая себе вопрос, if this was my last day, если бы это был мой последний день жизни, я бы действительно делал то, что я запланировал себе на сегодня. And if the answer is no, если ответ нет, it doesn't have to be every day, but if it's not too many days in a row, слишком много дней подряд, then I know something's got to change. То что-то пора менять. And every night, и каждый вечер, when I go to bed, когда я иду спать, can I look back and say, могу ли я взглянуть в зеркало we did something wonderful, и сказать, это было круто, and that's how I've tried было to live my замечательно. life. Так я вот и собираюсь жить свою жизнь. Утром могу ли я сказать, что да, я действительно хочу сделать то, что я вот сегодня буду делать? И могу ли я вечером посмотреть в зеркало и сказать, был классный день? Если это делать каждый день, вот тогда произойдет что-то удивительное. Не только в вашей жизни, но и в жизни. Так что вот в этом духе мы хотим и проявить в нашей работе по генеративным изменениям, показать, как именно вот это зерно сознания можно заронить и выразить вот в этом духе. Что можно взять вот это зернышко мечты и позволить ему раскрыться. Спасибо. Спасибо. Wow. 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 Thank you all. Thank you. For, thank you, Dmitry. Patiently. Thank you all. Thank you all. Thank you. Wow. Wow. Okay, let's eat. А теперь покушать. Надо покушать. Thank you. Thank you very much. You're welcome.
That was really an interesting. Thank you very much. Richard, was this streaming live? Yeah. And then it's recorded and made available? Sure. Then it's available on our YouTube channel, and then you